Если вам надоели киносайты с рекламой, хочу вам посоветовать сайт Lam Film Club. Большое количество фильмов, сериалов, аниме и мультиков. В общей сложности больше 30 тысяч. Приятный и удобный дизайн, и все это без рекламы и абсолютно бесплатно. Советую вам поспешить, так как количество регистраций на сайте строго ограничено. Valar Morghulis, друзья! Очень часто мы с вами сравниваем сериальную вселенную Игры Престолов и книжную, и в большинстве случаев, конечно же, побеждает вторая. Но не все любители Игры Престолов читали книги, поэтому они не могут в полной мере оценить всю полноту происходящих событий через призму сериала. И для того, чтобы расширить эту так называемую призму, мы в данном ролике поговорим о персонажах, которые, к огромному сожалению, так и не появились в сериальной вселенной. Первый, кто приходит на ум, когда задаешься вопросом о том, кого же не было в сериале, это Эйгон, или как его еще называют, Юный Гриф. Но перед тем, как рассказать о Юном Грифе, нужно упомянуть и старого. Джон Коннингтон был единственным выжившим сыном лорда Арманда Коннингтона. Он служил оруженосцем в Королевской гавани, сначала вместе с принцем Рейгером Таргариеном, а затем для принца. Джон был самым упрямым среди всех молодых лордов, окружавших Рейгера и добивавшихся его благосклонности. Позже Гриф стал одним из близких друзей Рейгера. Благодаря хорошим связям с королевским семейством, а также из-за военных способностей и личных качеств, король Эйрис выбрал Джона в качестве своего десницы после изгнания некомпетентного Оуэна Мрилизера. Эйрис хотел кого-то молодого и энергичного в противостояние узурпатору Роберту. Тайвин Ланнистер, услышав о назначении нового десницы, сказал, что Коннингтон слишком молод, слишком дерзок и слишком жаждет славы. После битвы при Эшфорде Коннингтон вместо Тиреллов начал преследовать Роберта и обнаружил его в речных землях, в городе Каменная Септа. Роберт был тяжело ранен и скрывался. Джон вместе с его войском обыскивали каждый дом, однако жители города тайно переводили Роберта из одного места в другое, пока в конце концов он не оказался в публичном доме Персик. Затем началась колокольная битва. К моменту начала битвы в город уже поспели Эддард Старк, Джон Аррен и Хостер Талли с армиями. Джон отважно сражался и собственноручно убил племянника наследника Аррена, Денниса, и также ранил лорда Талли. Главной целью Джона в этой битве было убить Роберта Баратиона, но он так и не смог его найти. Когда Гриф понял, что битва проиграна, он смог отступить вместе с армией. Узнав о поражении и отступлении армии, Эйрис был очень зол. Он снял Джона с поста десницы и отправил его в изгнание, лишив всех титулов и земель. В изгнании Джон присоединился к Золотым Мечам. Он провел 5 лет в отряде, поднимаясь в званиях, и, прославившись, стал правой рукой Майлза Тойна, генерал-капитана наемников. Считалось, что затем он был с позором изгнан из отряда за воровство казны, после чего насмерть спился в лисе. На самом деле, это был ложный слух, пущенный Варрисом, который, по всей видимости, сошелся с Джоном Коннингтоном и предложил ему воспитывать спасшегося сына Рейгера, а в будущем и сразиться за возвращение Таргариенов на престол. «Нам не нужны песни об отважном изгнаннике», – жеманно хихикнул Евнух. «Погибших героями помнят долго, а воры, трусы и пьяницы забываются скорее». В 5-м сезоне сериала роль Грифа на себя взял Джорах Мармонт. Именно он сопровождает Тириона во время атаки каменных людей, которая в сериале происходит на руинах Валирии. Мармонт спасает упавшего в воду Тириона, но сам заражается серой хворью, прям как Джон Коннингтон в книге. Эйгон Таргариен, также известный как Юный Гриф. Молодой человек где-то 18 лет, воспитанник Джона Коннингтона, старого Грифа, скрывающийся на реке Ройне в Эссексе. Он может быть Эйгоном Таргариеном, сыном принца Рейгера и законным наследником престола Семи Королевств, которого как будто убил Григор Клиган при штурме Красного замка, или же самозванцем, которого лишь выдают за давно покойного принца. Историю своего спасения Эйгон поведал Тириону Ланнистеру, когда оба находились на борту корабля «Робкая дева». По словам принца, Варрис перед разорением Королевской гавани взял Эйгона у Элии и подменил его другим младенцем, принцем из Вонючей канавы. Мать этого мальчика умерла при родах, а его отца и так было много детей, поэтому он продал малыша Варрису за бутылку арборского золотого. Варрис отправил Эйгона к своему другу Иллирио Мопатису в Пентас, чтобы мальчик был в безопасности. До 5 лет Эйгон воспитывался в доме Иллирио, а затем его под свою опеку взял один из близких друзей принца Рейгера, Джон Коннингтон. Об их жизни ничего не известно, кроме того, что оба начали красить волосы в синий цвет и говорить, что Джон наемник, а Эйгон его сын. Тирион сомневался в том, что Юный Гриф действительно Эйгон Таргариен. По плану Варриса и Иллирио мальчик должен занять трон. Иллирио каким-то образом удалось уговорить Золотых Мечей поддерживать Эйгона.
Изначально он должен был отправиться к своей тете Дейнерис и жениться на ней, а затем вместе отправиться на завоевание Вестероса. Однако под впечатлением от слов Тириона, Эйгон отказался ехать к тете и решает вторгнуться в Вестерос без нее. «Почему я должен бежать к своей тетке, будто попрошайка? Мои права на трон обоснованнее, чем ее. Пусть она придет ко мне, в Вестерос». На момент окончания саги он находится в родовом замке Коннингтонов, гнезде Грифонов. Джон Коннингтон решает захватить штормовой предел, однако командир Золотых Мечей Гарри Стрикленд считает это глупой затеей. Он также рассказывает о плане Джона принцу Эйгону и пытается уговорить его отменить штурм. Но Эйгон отказывает Стрикленду. Он соглашается с Коннингтоном на осаду штормового предела, но с одним условием – он сам возглавит атаку. Вот как Варис описывал юного Грифа. Эйгона начали готовить к правлению, прежде чем он научился ходить. Его обучали владеть оружием, как подобает рыцарю. И не только это. Он умеет читать и писать, говорит на нескольких языках, изучал историю, право и поэзию. Септа наставлял его в таинствах веры с тех пор, как мальчик дорос до их понимания. Он жил среди речного народа, трудился в поте лица, плавал по реке, чинил сети и сам стирал свою одежду, когда в том была нужда. Он может выудить рыбу, приготовить пищу и привязать рану. Ему известно, что значит быть голодным, преследуемым, что значит бояться. Томмену внушили, что королевский сан – его право. Эйгон знает, что королевский сан – это долг, что прежде себя король должен ставить народ, жить и править ради народа. Не все верят в то, что Эйгон тот, за кого себя выдает. Есть несколько теорий о том, что он может оказаться одним из потомков Блэкфайров, или же вообще сыном Иллириума Паттиса. Но это уже тема для другого ролика. Бессердечная, или же ее более известное имя – Кейтилин Старк. После смерти на Красной Свадьбе в сериале Кейтилин больше не появляется, но в книгах мы ее снова встречаем как бессердечную. Живой мертвец, возвращенный к жизни с помощью магии, зловещее жестокое существо, одержимое местью и сохранившее воспоминания Кейтилин, но не ее человечность. На свадьбе, когда Кейтилин ранили болтом от арбалета в поясницу, и она увидела все происходящее, ее рассудок помрачился, и она раздирала себе лицо ногтями, мысленно обращаясь к Эддарду. Затем кто-то из Фреев перерезал ей горло. После того, как тело Кейтилин выбросили с остальными трупами, ее через 3 дня нашло Братство без знамен, и за это время состояние тела и ран сильно ухудшились. Один из членов Братства узнал ее и умолял подарить ей поцелуй огня, но Торрес из мира отказался это делать. Вместо него это сделал лорд Берик, и магия сработала, пламя жизни перешло из него в нее. Кейтилин воскресла, но сам Берик умер, на этот раз окончательно. После смерти Берика Братство без знамен распадается, и под началом Бессердечной остается лишь его часть, и с их помощью она вершит свою месть Фреям и всем участникам Красной Свадьбы. В сериале у Мейса Тирелла было всего 2 детей, Лорас и Маргари, тогда как в книжной вселенной у Мейса и Алирии было 4 детей – Уиллас, Гарлан, Лорас и Маргари. При этом Лорас был младшим сыном и, соответственно, не был наследником. Согласно HBO Viewers Guide к 1 сезону, у Тирелла 4 детей, как и в книгах. Но из HBO Viewers Guide ко 2 и 3 сезону убрали Уилласа и Гарлана, а в 3 сезоне было подтверждено, что Лорас является наследником Хайгардена. Также ему были переданы сцены из книг с участием Уилласа и Гарлана. В книгах Сансу Старк хотели выдать за Уилласа Тирелла, который является старшим сыном и наследником Хайгардена. Он прекрасно образованный, вежливый и учтивый молодой человек, повредивший ногу на турнире. А Гарлан Тирелл был искусным воином, участвовал в битве у Черноводной, и в книге именно он просил Джоффри взять в жены Маргари. Также в книгах у правящего дома Тиреллов очень много как близких, так и дальних родственников, и им ни в коем случае не грозило исчезновение. Кстати, интересный факт. Алирия Тирелл в девичестве Хайтауэр, мать Маргари и Лораса, является старшей сестрой Линессы Хайтауэр, бывшей жены Джораха Мармонта, из-за которой он решил продать в рабство браконьеров, и после того, как Нед Старк узнал об этом, им пришлось бежать. В сериале у Дорана Мартелла был лишь один ребенок, Тристан, который является его наследником. Но на самом деле это не совсем так. Даже в сериальной вселенной они изначально не планировали Тристана как единственного сына. Во 2 сезоне, когда Тирион планирует помолвку Мирцеллы, он называет его младшим сыном Дорана Мартелла, что подразумевает наличие старшего брата или сестры. Но позже образ Тристана изменили, он стал старше и оказался единственным ребенком. В книгах же Тристан является младшим сыном Дорана, которому 13 лет. Старшего брата зовут Квентин, а наследницей и первым ребенком Дорана является Арианна.
Арианна – стройная красивая девушка с оливковой кожей, большими карими глазами и копной длинных, вьющихся и сине-черных волос, которые она иногда собирает в высокий тонкий хвост. Девушка, как и ее мать, невысокого роста, около 155 сантиметров. Арианна интересуется политикой, одежду предпочитает из прозрачного шелка и парчи, любит драгоценности и часто использует их как аксессуары в своих нарядах. Арианна расчетливая, предприимчивая, имеет жесткий нрав. Когда она чего-то хочет, то стремится заполучить это любой ценой. Именно часть ее личности в сериале получила Элария Сэнд. Принц Квентин Мартелл, старший сын Дорана Мартелла и Меларио из Норваса, младший брат Арианны и старший Тристана. Квентин несколько лет прожил воспитанником в замке Айронвудов, могущественных вассалов и недругов своего отца. По поручению Дорана Мартелла, Квентин отправился в Мейрин, чтобы жениться на Дейнерис Таргариен, согласно старому секретному договору между Мартеллами и Таргариенами. Во внешности Квентина не раз подчеркивается его непривлекательная наружность, за которую наемники прозвали его лягушкой. Крепко сбитый, коротконогий и коренастый, с темными волосами цвета вскопанной земли. У него высокий лоб, квадратная челюсть и широкий нос. Улыбки, по собственному мнению принца, не даются ему легко. Сир Баристан счел его хорошим парнем, благоразумным, здравомыслящим и ответственным, но явно не из тех, кто заставляет девичьи сердца биться быстрее, а также отметил, что он истинный сын своего отца. В сериале ничего не упоминается о жене Манса-налетчика, но в книгах она у него была, и звали ее Далла. Манс встретил ее, возвращаясь из Интерфелла. Когда король Роберт Баратион приехал туда, Манс, скрываясь под личиной простого певца, решил лично взглянуть на короля и Бенджена Старка, в то время главного их врага. Далла родила от Манса сына, но умерла при родах во время битвы под стеной, а новорожденный вместе с ее сестрой Вель попал в плен к Станису Баратиону. Вель – копьеносица из одичалых, младшая сестра Даллы. Вель – красивая женщина со светлыми волосами, которую она иногда носит с зеленой тесьмой, перекинув через плечо. У нее бледно-серые глаза и высокие острые скулы, стройная, с полной грудью, точно созданная для деторождения. Вель находчивая, храбрая и способная. Сериальной Сансе Старк пришлось претерпеть больше, чем книжной, ведь в книгах Санса не выходила замуж за Рамси. Для нее Петир нашел более подходящую пару, о которой мы поговорим позже. Сериальная Санса взяла на себя роль Арьи, а вернее лже-Арьи, которой и пришлось стать парой для Рамси. Роль подставной Арьи в книгах досталась Джейни Пуль, дочери стюарда Винтерфелла Вейона Пуля, ровесница и самой близкой подруге Сансы Старк. Джейни была очень хорошенькая, у нее большие карие глаза и темные волосы. На спине видна паутинка светлых тонких линий, следов от хлыста. Будучи подругой Сансы, Джейни постоянно придумывала прозвища, над которыми девочки хихикали. После красной свадьбы Тайвину Ланнистеру потребовалось выполнить свое обещание – отдать Арию Старк замуж за Рамси Болтона. Хотя Ланнистеры с самого начала войны утверждали, что у них в руках обе дочери Эддарда Старка, Ария пропала бесследно, и Тириан и сам Тайвин считали ее мертвой. Тайвин, говоря о решении этой проблемы, туманно заметил, Ренли тоже был мертв до Черноводной, намекая на появление двойника Ренли, и продолжил, возможно, Мизинец добился успеха там, где вы с Варисом потерпели неудачу. Иными словами, Тайвин и Питер Бейлиш решили отдать Болтонам фальшивую Арию Старк. Это было нетрудно сделать, поскольку все, кто близко знал настоящую Арию, были на тот момент мертвы или тоже пропали без вести. Как уже упоминалось выше, Питер Бейлиш в книгах нашел для Сансы более подходящую пару. Им оказался Гарольд Хардинг, или как его еще называют, Гарри-наследник. Молодой рыцарь, воспитанник леди Анни Уэйнвуд, является ближайшим родственником Роберта Аррена и наследует ему, если болезненный мальчик умрет, не оставив потомства. Поэтому он и получил такое прозвище. Вот как Петир его описывал. Мягкие волосы песочного цвета, темно-голубые глаза и ямочки на щечках, когда он улыбается. Вот он-то галантный кавалер, спору нет. Дальше, чтобы понять замысел Мизинца, нужно услышать его диалог с Сансой. «Я нашел тебе жениха». «Жениха? Но я ведь уже замужем», – прошептала она. «Карлик женился на дочери Неда Старка, а не на моей. Но не волнуйся, это всего лишь помолвка. Мы подождем со свадьбой, пока Серсея не наступит конец, а Санса благополучно не овдовеет. Вот что я дарю тебе, моя милая Санса. Гарри, Гнездо и Винтерфелл». В сериале Мизинца выставили как бессердечного человека, который отправил ту, которой он не безразличен, на верные страдания. Но на самом деле он не поступил бы так с Сансой. Он запланировал сделать ее леди Орлиного Гнезда.
А после этого рыцари долины стали бы на ее сторону и захватили бы Винтерфелл у Болтонов. Вот как должно все было быть, а не то, что мы увидели. В книгах, в отличие от сериала, Баристан Селми прибыл к Дейенерис не один, а с Бельвасом, или как его еще называют, Бельвасом-силачом. Бельвас – евнух-боец из бойцовых ям Мерина. Впоследствии был продан в Пентас магистру Иллириуму Патису, откуда и был послан магистром в Кварт для охраны принцессы Дейенерис Таргариен. Бельвас был весом не менее 130 килограмм, темнокожим, с блестящей лысиной и гладким лицом евнуха. За его потемневшим от пота желтым шелтовым кушаком торчал длинный кривой арак. Выше пояса он был гол, если не считать до нелепости маленькой безрукавки с железными заклепками. На мощных ручищах, широкой груди и объемистом животе виднелись старые шрамы, белые по сравнению с коричневой кожей. При взятии Мерина он победил городского чемпиона Азнак Зопаля, а после участвовал в вылазке через городскую канализацию, приведшую к падению города. Количество шрамов на теле Бельваса характеризует его манеру боя. Он всегда позволял ранить себя сопернику, а только потом убивал. На бою в честь бракосочетания Дейенерис отравился, съев саранчу, предположительно предназначенную для Дейенерис. Выжил благодаря своей силе и мощному телосложению, но сильно исхудал. Наконец саги остается в Мейрине. Образ Джендри, который нам показали в сериале, составлен из двух книжных персонажей, собственно самого Джендри и Эдрика Шторма, единственного признанного Робертом Баратионом бастарда. Судьба Джендри в книгах сложилась почти точно так же, как и в сериале, правда до того момента, где Мелисандра его выкупает у Братства без знамен. В книгах Мелисандра его не выкупала в Братство, он вступил в их ряды и был полноправным членом Братства без знамен. Все события, которые в сериале происходили с Джендри на Драконьем камне, на самом деле относятся к Эдрику. Эдрик Шторм – незаконорожденный сын короля Роберта Баратиона и Далены Флорент и единственный признанный бастард короля Роберта. Эдрик был зачат на свадьбе Станиса Баратиона и Салисы Флорент, прямо на их брачном ложе. Унаследовал от отца баратионовские черные волосы и голубые глаза, а от матери – флорентовские уши. Большую часть жизни прожил в замке своего дяди Ренли Баратиона под защитой Кастильяна Сира Кортни Пенроза, боготворит своего отца, регулярно получал от него подарки и в ответ слал ему благодарственные письма. Когда его второй дядя Станис Баратион осадил штормовой предел, Кортни Пенроз отказался выдавать бастарда. После падения замка Эдрик был переправлен на Драконий камень, где подружился с дочерью Станиса Ширен. Ну а дальше его судьбу мы знаем. Давес спас мальчика, правда в отличие от сериала, он отправил его в вольные города. И на Эдрике мы, пожалуй, закончим этот ролик. Если он вам понравился, с вас королевский лайк, а с меня большое спасибо. Выражаю благодарность Ренчи, Ярославу Админу, Константину Лосу, Ивану Печерице, Сахибу Алиеву, Геворгу, Алексею Потапову, Нине и Артему за поддержку. Спасибо за просмотр, всем пока.